Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка многие из вас соскучились по качественным играм из App Store Google Play. Наконец-таки разработчики вышли из летнего расслабона и начали выкатывать более-менее годные тайтлы. Так что освобождайте место на своих устройствах, ставьте лайк и усаживайтесь поудобнее, потому что у нас всегда есть во что поиграть. Всегда мечтал зарабатывать в сфере IT, Geekbrains — это крупнейшее сообщество, насчитывающее более миллиона пользователей, которые обучаются программированию. С Geekbrains ты сможешь создать сайт, интернет-магазин, мобильное приложение или даже игру. Пора валить с завода. Ребята предлагают начать с бесплатного онлайн-курса по основам программирования, на котором вы и определитесь, в каком направлении двигаться. После обучения тебя ждет стажировка и помощь в устройстве на работу. Все подробности по ссылке в описании. Разработчики популярной серии файтингов Shadow Fight не только корпят над третьей частью бета-тестирования, которая уже доступна на Android, iOS пока, к сожалению, в пролете, но и решает подогреть интерес публики, выпустив специальное издание на обеих основных мобильных платформах. Оригинальный Shadow Fight 2 получил новую сюжетную линию, игровые возможности, дополнительный контент и, конечно же, свежую, пусть и двухмерную графику. Дополнение Special Edition, распространяемое за денежку, было напрочь лишено всех тех вещей, которые вас могли раздражать. Да-да, это я про рекламу и энергию. Также была добавлена дополнительная сюжетная линия, новые виды оружия и прочие мелкие экстра возможности. Получился качественный проект, который скрасит время в ожидании третьей части. Достойный мобильный РТС – редкий гость в App Store Google Play. Iron Marines хоть и не претендует на звание игры года, но однозначно обращает на себя внимание. Игрушка отдаленно напоминает первый StarCraft. Разумеется, я говорю про кампанию, а не мультиплеер. Его, к сожалению, тут нет. Нам будет предложено сыграть за сторону тиранов, ну, в смысле пехотинцев. Освобождать планету-матушку придется от зергов. Ну, то есть... Блин, будут зергами. Есть базы, точки отстрела, тяжелые и легкие юниты, а также самое интересное — герои. Получается, на выхлопе мы имеем симбиоз стратегии, Tower Defense и даже какой-никакой Dota. Мне лично этот коктейль зашел сполна. От игрушки реально сложно оторваться, разумеется, если вы любитель жанра. Прокачка героев, юнитов, разработка стратегии, разнообразные задания, реальная хардкорность, отличная графика и не оригинальная, но и не банальная сюжетка цепляют и говорят о том, что деньги потрачены не зря. Особое внимание хочу уделить хардкорности. Уже на среднем уровне сложности рестарт будет в порядке вещей, не говоря уже про спецзадания со звездочкой и сложный уровень. Так что реиграбельность проекта на высоте. Главным минусом считаю управление. Оно, конечно, не убогое, но очень далекое от идеала. Ну и в игре есть донат. Да, проект платный. И ладно, если вы хотите получить все и сразу, то можно заплатить. Но есть довольно крутые герои, которые нельзя открыть, не заплатив. Это печально. Разработчики однозначно негодяи. Игра Бурила повествует о нелегкой, но довольно затягивающей профессии шахтеров. Механика игры завязана на раскопках для добычи и сбора полезных ископаемых, а также заработка средств, которые мы будем тратить на прокачку бура и склада, а также на приобретение улучшений. Наши достижения будут отображаться в индивидуальном рейтинге, а как только вы докачаетесь до приемлемого уровня и преодолеете отметку в 10 километров, можно будет вступить в клан с соответствующим рейтингом. После 80 километров раскопок появится режим башни. Устанавливайте в своем городе башню и раскачивайте ее. Тут интегрирована механика игры 2048. Башня также позволяет подняться в рейтинге, а на каждом этаже располагается награда. Понравилось то, что разработчики регулярно работают над проектом, всячески улучшая и развивая его. К примеру, в последнем апдейте появилась поддержка режима дополненной реальности. А вообще я уже выпускал на канале соответствующую подборку. Welcome! А вот геймлофтовцы вместо того, чтобы порадовать нас новой сюжетной кампанией серии Modern Combat, выпустили отдельный многопользовательский режим. Бои проходят в формате 4 на 4. К сожалению, карт пока только 5. Вместо типовых классов были реализованы шпионы. Но так или иначе, каждый из них относится к одному из 4 типовых классов. Плюс есть вспомогательный навык и система прокачки. Режимы игры 2. Командный мультиплеер и соло. В любом случае задача на уровне сводится к одному – удержанию контрольной точки. А по
поэтому сама идея огромной локации уходит в никуда. Все тусят на одной тесной площадке. Конечно, можем только надеяться на появление других режимов в будущем, или хотя бы увеличение контрольных точек. Ну а пока играть можно, но недолго. Игрушка быстро надоедает. Графика симпатичная, управление более чем удобное, правда автострельба может понравиться не каждому. А пробежки по стенам вообще получились бесполезными. В остальном все так же задоначенная шляпа, которая творится во всех бесплатных проектах. Чтобы получить многие плюшки, нужно неимоверно долго ждать или платить валюту за ускоренное время и желанные ништяки. Если вы млеете от карточных игр, а механика безусловно великолепная, Hearthstone изъезжена вдоль и поперек, то обратите внимание на Stormbound. Это симбиоз шахмат и карточных игр. Да-да, есть хоть что-то свежее в этом жанре. Основа игры чисто хардстоуновская. Колоды, стоимость выкидываемой карты, сила удара и количество единиц здоровья у юнита. Основное отличие — игровое поле 4 на 5 клеток. Необходимо выбирать направление и учитывать расположение собственной и вражеской линии атаки, а также тщательно защищать собственную базу. Присутствуют квесты, магазин с тонной доната, фракции, отличная прорисовка и качественный саундтрек. Для игрушки, не претендующей на убийцу всего и вся, в своем классе проект получился более чем. Жаль, что в офлайне зарубиться, увы, не получится. Свежий стелс-экшен Death Point однозначно смог привлечь внимание геймерской общественности. Конечно, ведь игрушка разрабатывалась с прицелом на легендарные серии Metal Gear Solid и Hitman. Сюжет довольно банален. Главному герою Марку Пойнту необходимо выбраться из заточения после плотного массажа лица и корпуса десантниками из противоположного лагеря. Далее ждет довольно увлекательное путешествие сквозь охрану, блокпосты и камеры видеонаблюдения. Весь процесс сопровождается подсказками из сексапильного и регулярно флиртующего оператора со странным именем Соу, которое в оригинале и вовсе звучало как Суко. Переводчики отработали в этом моменте адекватно. Ломить напролом не получится, приходится шкериться, следить за шкалой уровня угрозы и убирать трупы. В противном случае готовьтесь к получению свинца от мобилизованного отряда, вызванного по тревоге. Графика симпатичная, звуковые эффекты и фоновый бэкграунд не режут слух. Играть интересно. Теперь о недостатках. Первый и самый главный — управление. Его назвать адекватным язык не повернется. Оптимизация слабая, и на не топовых устройствах многие жаловались на подтормаживание, да и озвучка осталась оригинальной. Локализаторы добавили русские субтитры, но суко Соук шлет столько пошлых сообщений, что приходится либо стоять и читать, либо полностью игнорировать и действительно играть. Игрушка хоть и в целом неплохая, но до тех же космических маршалов абсолютно не дотягивает. Такой шедевр в этом жанре, конечно, будет сложно переплюнуть. Что можно написать о новой части без альтернативного на мобильных платформах симулятора баскетбола, пусть частично и аркадного? По-видимому, только об изменениях в новой части. Традиционно подкрутили графику, чуточку улучшили управление, добавили новый режим ассоциаций, в котором судьба NBA полностью положится на ваши руки, плечи и другие части тела, а также завезли 50 качающих треков от именитых и не очень исполнителей. Игрушка по-прежнему стоит дорого, зато никакого доната, как в той же FIFA. NBA 2K18 безусловно крутой и однозначно стоящий своих денег проект. Да и выбора у вас нет. Версия под Android появится чуточку позже. Пожаловал свежий, классный и, что самое главное, локализованный на русский язык квест Тимблвид Парк, господи. 5 разных судеб в одном месте с колоссальным количеством психов попробуют ответить на некоторые странные вопросы. Достойные загадки переплетены с очень классной системой взаимодействия, саркастичными шутками, диалогами, 2 режимами сложностями и огромным пиксельным миром. Меня лично смутило 2 момента. Необходимость много читать, а ведь хочется русскую озвучку, а не только перевод всего и вся, и реально огромный ценник. Чтобы отдать $20 за игру, нужно очень любить квесты. Стоит ли оно того или нет, я дать ответа не могу, ибо необходимо его пройти до конца, а на это понадобится очень много времени. Кто осилил, отпишитесь в комментариях. Но знакомство с игрой оставило сугубо положительный привкус. Сложная пошаговая ролевая роуглайк игра с готической атмосферой, а также кучей наград и номинаций. Все это свежий проект Darkest Dungeon. Нам предстоит отправиться в опасное путешествие с собственной командой, главными препятствиями для которых станет не только бесчисленное количество врагов и монстров, но и голод, стресс, болезни и, конечно же, собственные недостатки. Разработчики решили по максимуму добавить реализма, интегрировав собственную систему душевного и физического состояния каждого героя.
которые напрямую будут влиять на эффективность в бою и его исход. В остальном это классическая пошаговая RPG с прокачкой персонажей, постоянным просчетом вероятностей и разумным распределением сил и средств. Игрушка двухмерная, графика и саундтрек на уровне. Присутствует русская локализация с субтитрами. Озвучка оставлена оригинальная. Если честно, немного не понимаю, почему игра сделана сугубо для планшетов. По большей части пространства ничем не задействовано, и как мне кажется, можно было бы легко растасовать органы управления, оптимизировав проект под смартфоны. Размер публики бы увеличился в разы. ROM Total War Alexander для мобильных устройств вышла несколько месяцев назад, но так и не смогла попасть в нашу подборку из-за отсутствия у меня планшета для тестирования. Да, к сожалению, проект не запустится на смартфонах. Увы, наш обозреваемый порт второго ПК-аддона 2006 года. В игровой кампании можно сыграть за одну фракцию – Македонию, под предводительством сами догадались кого. Разумеется, без варваров не обошлось, всего доступно 6 исторических битв. В Alexander по сравнению с оригиналом практически нет нововведений, за исключением того, что разработчики существенно расширили карту на восток, но при этом урезали ее на запад. Главный недостаток – графика и оптимизация. Угловатые низкополигональные фигуры и окружение выглядит откровенно устаревшими, так что лучше на поле боя особо не приближать камеру. При особо интенсивных замесах и регулярных манипуляциях с камерой возможны просадки по FPS. Порт полный, стратегия достойна, но вот графика откровенно расстроила. Ну и конечно же отсутствие версии для смартфонов. Почитателям серии ROM Total War качать обязательно, за остальных не ручаюсь. Все ссылочки на проект из этой подборки я оставил в описании. Большое спасибо за вашу поддержку. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. Не забывайте подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Там и увидимся. Пока-пока.